Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, еще раз с вами поблагодарим наших недругов за такую возможность раскрывать определенные темы и вопросы, которые нам тоже дают пищу для размышления, хотя это было направлено на то, чтобы обнулить, хаять работу мастера. Но, как ни странно, оборачивается в нашу пользу, дает нам возможность вот эти пробелы заполнить, узнать что-то новое, почему бы нет. И вот эта серия роликов «Вопросы ведьме» и мои ответы нашим зрителям очень понравилось. На самом деле, правда, можно затронуть очень важные вопросы. Казалось бы, желая нагадить, эти люди служат добрую службу тем, что дают возможность раскрыть определенные темы. Может быть, некоторые темы наверняка уже не раз обсуждались, но в любом случае, почему бы нет, для новичков разъяснять, объяснять. То есть, как всегда, да, желая делать зло, оборачивается в добро для человека, который находится под покровительством сил. У нас сегодня, по-моему, 7-й выпуск, да, «Вопросы ведьме». Итак, начнем. Чем больше человек становится известный, тем больше желающих за счет него пропиарить свой канал, обратить на себя внимание. Если люди на громком имени хотят чего-то добиться, подняться, они должны знать, что это путь в никуда. Потому как изначально придут и посмотрят, это люди на самом деле с низкой самооценкой. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что сами они никто. Они обретают известность, паразитируют на известном человеке. То есть, понимая, что они сами не обладают ничем, никакими талантами в своей жизни, там, петь, танцевать, писать книги, колдовать, как хотите. То есть, у них нет профессии. Они пытаются привлечь внимание вот этим громким именем. Написать об этом человеке. И, естественно, посмотрят канал. Может, кто-нибудь останется. Может, что-нибудь у меня закажут. Но эти люди должны понимать, что существует большая опасность, когда ты копируешь, когда ты пытаешься жить за счет имени другого человека, заслуженного имени. Когда ты привлекаешь внимание на себя, на свой канал, жалкий свой канал-личик, вот этим громким, звонким именем, ты рискуешь потеряться в этом имени. Ты рискуешь быть никем. То есть, по итогу ты растворяешься, ты живешь жизнью этого человека, а где твои мысли, там твоя энергия. Знаете, да, такое? О ком говоришь, о ком обсуждаешь, чьей жизнью живешь, туда твоя энергия уходит. И поэтому эти люди живут на обочине чужой жизни. У них нет своей жизни. Это я просто говорю для любителей. В последнее время много появилось конченых чмошных существ, которые любят спекулировать на этой теме. Вот, будучи никем совершенно, обсуждают людей, до которых им никогда не дорасти. Не удивляйтесь, не возмущайтесь. Это удел ничтожных конченых существ, и это нормально для них. В принципе, они должны быть в природе. Понимаете, падальщики тоже должны существовать. Они должны жрать падаль.
очищать от падали, понимаете? Вот они жрут эту падаль, то есть они питаются сплетнями, грязью, и таких же людей притягивают на свой канал. А потом удивляются, почему нету отдачи энергии. Так если твой канал основан на сплетни, на грязи, на оскорблениях, на обливании дерьмом человека, который выше тебя намного, и ты это осознаешь, и туда приходят такие же любители вот это послушать. Недавно написали заявление на женщину, которая в прямом эфире на канале оскорбляла своего сына, потом била пинками. И это все смотрели эти зрители. Более того, они еще отправляли ей деньги на карту. То есть, понимаете, мало того, что есть конченое существо, которое своего ребенка материт и бьет в прямом эфире, есть еще конченые существа, которые это смотрят и деньги отправляют, то есть финансируют этот канал, чтобы он продолжался. Так что у каждого товара свой купец. Если вы собираете публику сплетников и аплодируете, радуете, ставите сердечки, когда пишут дерьмо о человеке, которого вы обсуждаете, то вы не надеетесь, что этот канал вам что-то даст, что эти люди вам взамен что-то дадут. То есть вы собираете низкосортную публику, а низкосортная публика никогда не будет вас благодарить за что-то, даже если вы что-то хорошее сделаете для них. Потому что это люди, которые собрались на сплетни, налетели как мухи на дерьмо, понимаете? Ты мух собираешь на дерьмо. И вот эти дерьмоеды-мухи, они потом будут о тебе сплетничать точно так же. Почему вы удивляетесь? Некоторые женщины, выходя замуж, слышат, как их муж оскорбляет бывшую жену, там, последними словами, замахивается, унижает ее. И они радуются, аплодируют. Вот он ее бьет, он ее оскорбил, а вот так. А потом этот муж начинает оскорблять точно так же через некоторое время ее. А что ты удивляешься, если ты поддерживаешь в нем вот это вот, эту грязь, да и вообще, если ты одобряешь, если ты вообще находишься рядом с человеком, который способен на такие подлости, завтра эти подлости будут на твою голову литься. Уловили мысль, да? Поэтому эти товарищи завтра пусть не удивляются, что эти сплетники, которые на канале собраны у них, вот эти вот навозные мухи, они завтра точно так же будут о них ходить и сплетничать. Нормальный человек не идет, не подписывается на канал, где полно грязи на всех. А если подписывается, если он этим живет, этим питается, значит, его жизненное кредо такое. Ходить, сплетничать. Я никто, пойду на кого-нибудь дерьма налью, вылью, и мне будет хорошо. Вот как бы я не буду чувствовать себя таким чмошником, ведь я же там сказала все. Это как женщинам, да, которые за рулем дорогой машины обязательно там скажут, ничтожные чмошные мужики, как она это получила. Не думая о том, что очень может быть, что это нормальный, порядочный человек, и она заработала. Нет, зачем? Ее оскорбить, чтобы мужское вот это вот эго, ну, как бы возвысилось, да? Он же ничтожество. Вот он скажет ей, оскорбит эту женщину, ему станет хорошо. Вот что-то в этом роде. Сегодня с вами обсуждаем... Я выписала определенные вопросы, которые сегодня с вами будем обсуждать. И я вам говорила, почему я это делаю. Мне стало просто интересно посмотреть. Знаете, вот исчерпались люди. Они уже по 5-му кругу одно и то же гоняют информацию, потому что раньше-то они надеялись, что можно об этом говорить без конца, и ответа не будет. Тогда все подумают, что там с этой стороны то ли испугались, то не знают, что сказать. Теперь, когда уже на все эти вопросы есть ответы, а там же мозга нема, там нет интеллекта, чтобы что-то новое придумать. И они гоняют по 20-му кругу. И вот когда невежественное чмо, не читавшее ни одну книгу в своей жизни, начинает рассуждать о великих материях, получается, как в фильме «Собачье сердце», когда профессор Преображенский говорит Шарикову, да, и вы в присутствии 2 людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. Вот с космической глупостью можно только справиться спокойно,
То есть хладнокровно, уравновешенно, не им отвечая, а разъясняя для всех людей, что у меня есть ответ на все эти вопросы на самом деле. Если я день и ночь об этом не снимаю, потому что я человек занятый, у меня есть более важные дела, чем сидеть этих чмошниц смотреть. Да и их голос низкочастотный, знаете, лишенный силы, я не выношу. И этот вот неприятный вот этот говор, это гэканье колхозное, вот эти все вот кишлакские манеры разговора я не переношу. Поэтому, когда YouTube дал возможность читать, а не слушать, вот это было великое дело, потому что можно просто пролистать, посмотреть полностью содержание всего видео и выписать оттуда то, что нужно. Теперь, вот это низкочастотное существо, которому, знаете, когда знание тебе не принадлежит, если ты тупое существо, от животного отличаешься мало чем, и когда тебе чертят, говорят, вот тебе там объясняют, это все прям весь план составляют, всем колхозам тебя подготавливают для какого-то там ролика, все равно ты не можешь воспроизвести так, чтобы люди поняли, потому что это не твое. Вот если ты не умеешь готовить борщ, тебе могут написать там целый список, но стоит тебе задать вопрос, ты потеряешься, ты не знаешь, что сказать. Ну вот это вот туда. Почему? Потому что тебя подготовили, тебе объяснили, тебе дали весь план, но ведь это же не твое, не через тебя прошло, ты годами это не делала. То есть это не твоя информация. Естественно, ты теряешься, ты не знаешь, как объяснить, потому что у тебя нет знаний в этом вопросе. Вот то же самое здесь. Вроде что-то хочет объяснить, но сама не понимает, что несет. Вот это вот так, это вот эгрегоры сюда, галстук туда, салфетку туда, это сюда, это вроде бы сюда вот идет, эта нить вот туда, эта связь сюда бьет, а через богов демоны потом поднимаются наверх, через карму спускаются. Ну, короче, ужас ужасный. Ну, вот из этой тупости я выписала самый-самый, и то угадывала, знаете, так, подключила все свое внутреннее чутье, чтобы понять, что хочет сказать сие животное. Просто хотя бы понять, ну, приблизительно смысл, чтобы формировать оттуда предложение и ответить. И ответить не ей, а просто вот как бы вот эту информацию заодно и дать моим зрителям на будущее. И я говорила и повторяюсь, я отвечаю в этих роликах, в этих лекциях, отвечаю за своих зрителей, которые хотели бы дать сапогом харю, и я за них даю этим сапогом по зубам гнилым. Но заодно и как бы остается информация, она тоже немаловажна. И спасибо, что они есть. Я каждый день благодарю богов, что у меня есть именно такие враги. Именно такие чмошные, несчастные враги. Я очень благодарна. Одни чмошники вымирают или исчезают, другие появляются. Знаете, ну, всегда найдутся те, кто захочет на твоих трудах, на твоих знаниях подняться в этой жизни. Понимаете? Итак, начну. Вот вчера вроде не провела ритуал, но произнесла слова «свести с ума врагов». И поскольку это очень сильные слова, сегодня уже я вижу результат, если честно. Люди всю ночь снимали беспрерывно. То есть действие пошло. Даже без ритуала уже пошло. Итак. Вы знаете, друзья мои, я первый человек, который в Ютубе начал показывать алтари, это правда. И вообще говорить о магии как есть, а не сидеть там гадать. После появились алтари всякие, везде и всюду. И работы начали присваивать. И я первый человек, который разделил магию для всех на бытовую магию и для практиков. Никто до этого такого не делал, да и не знал, и мозгов бы у них не хватило.
опять после меня все начали там для практиков, для обычных людей. Но у них, конечно, очень жалко на фоне моих работ. Жалкие работы выходят. Очень жалкие, примитивные детские работы. И поэтому, естественно, что я вызывала эту ненависть и зависть, и вызываю до сих пор. Это нормально. Было бы удивительно, если бы этого не было. И мои работы, мои ритуалы люди начали проводить. У них начала меняться жизнь. Помимо того, что я с людьми работала, но для каждой своей проблемы они прибегали к моим работам и решали свои проблемы. Выигрывали суды, прощали им долг банки, призывали там любовь, призывали удачу, призывали покупателей, начитывали себе защиту, начитывали защиту своим детям, возвращались их сыновья с войны живыми, здоровыми. И много таких. То есть на каждую тему я постаралась подарить ритуалы. Очень много работ, потому что сфера человеческой деятельности, она разнообразна. Естественно, когда у тебя ухо болит, ты не будешь читать от суда ритуал. Ты начитаешь для ушной болезни. Ознакомила вас с работами разных культур. Объяснила, что у каждого языка есть своя сила. И что силы, духи, боги-покровители разных народов намного благодарны и намного, скажем так, благосклонны будут к вам, если вы будете обращаться на том языке, на котором обращались к ним веками. Вы думаете, в Африке почему эти все ритуальные танцы происходят? От нечего делать? Они ублажают таким образом духов. Они показывают духам свое почтение. Они музыкой, танцем создают некую такую энергию, питают духов этим. Так что все имеет свой смысл. Ничего просто так в магии не происходит. Вот со всем этим я ознакомила своих зрителей, и они очень успешно начали это применять в своей жизни. И поскольку это моя сильная сторона, моей работы, конечно же, у меня много сильных сторон в моей работе. Это предсказания, которые каждый год сбываются и пытаются как-то объяснить. Уже меня обвиняли в том, что и ФСБ мне все это заранее говорит. И у меня целая команда хакеров, которые что-то там находят, узнают. И, чего только не было. На самом деле это все нелепица и тупость. И мы все прекрасно понимаем, что никакие хакеры заранее не могут знать о том, что вулкан проснется где-то, что где-то что-то начнется и так далее. Пытались объяснить, не смогли. Теперь перешли к ритуалам. Вначале говорили, что они не работают, не помогают никому, ничего. В общем, не надо их трогать. Потом, поняв, что это смешно звучит, потому что люди-то говорят, что им помогают, они начали искать другие объяснения для того, чтобы, знаете, как посеять сомнения в людях или спугнуть людей. На самом деле, я говорила и повторяю, подобные существа, они не просто так являются, они фильтруют, они очищают грязь. Грязь с нашего общества, с нашего канала, вообще отовсюду. Потому что легковерные люди, которые готовы верить всем подряд, эти сказали: ой, да что вы говорите? Те сказали: ой, как плохо, пришли ко мне обратно, я это сказал. Ой, вот теперь точно я им больше не верю. А потом опять пошла туда: ой, я вот ей поверила, а сейчас уже опять боюсь. Такие ничтожные, чмошные существа на самом деле не нужны. Тупые существа, которые легковерные, которых можно убедить чем угодно. Человек должен жить своим умом, своими мозгами и, исходя из своего жизненного опыта, ко всему относиться. То есть он должен сам понимать. Он не должен, как ветер, то есть как флажок на ветру, знаете, куда ветер подул, туда и повернулось.
Поэтому они очищают таких чмошных, легковерных людей, забирают себе. Это хорошо. Теперь, поскольку люди благодарят, поскольку идиоту понятно, что не могут люди на такие дорогие подарки отправлять просто так человеку, если у него не получилось ничего и не работает. Не могут такого быть. Это уже надо быть совсем дебилом, чтобы такое говорить, что ничего не помогает, а люди вот отправляют. Сначала ничего не работает. Потом работает, от самовнушения. Когда объяснила, что какое может быть самовнушение, когда у ребенка пупочная грыжа. Этот маленький ребенок, которому там несколько месяцев, каким самовнушением занимается. Ты начитываешь, грыжа уходит. Какое может быть самовнушение, когда животные лечат моей работой? Какое может быть самовнушение, когда начитывает на, скажем, щенят, там, котят, которых надо раздать, и люди приходят, забирают за короткое время. Котята и щенята сидят, самовнушаются? Нет. Не прошло, номер не прошел. Надо теперь еще что-нибудь придумать. Теперь помогают они, но очень опасные вещи. Это очень страшно. Сейчас вам объяснят, почему. Они очень переживают за вас всех. День и ночь не могут ни есть, ни пить, ни спать. Прям волнуются за вас, чтобы с вами чего-то не случилось плохого. Поэтому пытаются вас спасти от меня. Только эти дебилы не понимают, что я никого не держу, что люди сами приходят, изучают мой канал и делают мои работы. Я понятия не имею о многих, как их зовут, кто они есть. У меня только на одном канале там 300 с чем-то тысяч человек. Откуда я могу знать? Это чуть ли не 250 000. Откуда я знаю, кто чем занимается, кто что делает, кто что начитал? Но люди отправляют дары, благодарности, и я понимаю, что работает у людей. Люди отправляют голосовые, отправляют видео. Правда? И так мы делаем вывод, что они работают и помогают людям. И люди благодарят, как хотят, как могут. Теперь вам объяснят, почему мои ритуалы очень страшные. Что там происходит с вами, что произойдет в скором времени. Прям ужас ужасный. Давайте начнем. Из всего этого тупого лепета недоразвитости я смогла выделить из нескольких роликов. Понимаете, человек, у которого есть интеллект, он коротко и ясно говорит свои мысли, и мы понимаем, о чем речь. Человек, у которого нет мозгов, он может 20 роликов снять, и из 20 роликов ты ни хрена не поймешь, что он хотел сказать, кто на ком стоял. Значит, слушаем. Эгрегоры религиозные, они хорошие. А эгрегоры языческие очень плохие. Почему? Объясняет это, значит, госпожа, не буду даже эпитеты называть. Женщина из кишлака объясняет, почему эгрегоры религиозные хорошие, а языческие очень плохие. Слово языческое она узнала у нас недавно, я так понимаю. И очень счастлива, что узнала наконец-таки. Оказывается, религиозные эгрегоры, они намоленные. Поэтому возьмут у вас чуть-чуть энергии. А вот энергии языческие, они больше возьмут сил, потому что у них нету намоленности. Они все забытые боги, у них нету силы, у них нет эгрегора, поэтому они больше возьмут. Значит, объясняю. Это все равно, как сказать, что маньяк, который убил много людей, очень намоленный человек, у него есть очень много энергии, потому что через его руки прошли многие люди на тот свет. Вот то же самое энергия у религии. Энергия, то есть религия, которая построена на крови, на костях,
Нет ни одной религии на земле, которая была принята народами добровольно. Вспомните крещение Руси. Скольких убили, жрецов убили, сожгли старинные книги, летописи, сожгли идолов, били там их, потом топили, значит, на реке Днепр. Топили там же и жрецов, топили и несогласных. Долгое время преследовали, убивали тех, кто не уходил от культа отцов. То же самое происходило во всех религиях, во всех культурах. Насаждалось это болью, кровью, уничтожением наследия. И поэтому она не может обладать доброй энергией. И уж тем более она не обладает энергией. Она отдает отрицательную силу. Энергия вообще, это в положительном смысле звучит. Сила жизни переводится. Сила бытия, сила существования. У болота тоже есть энергия, так называемая. Мы так привыкли, так называем. Но на самом деле это гиблая сила. Болото не отдает энергию жизни. Болото отдает гиблую силу, потому что именно болотные духи считаются самыми злобными, и те же самые анчутки рождаются в болотах. То есть вот оттуда идет злая сила. Но мы называем энергией, потому что так привыкли. Так вот, у религии есть энергия, только она отрицательная. Энергия не может, то есть религия не может дать то, что оно запрещает человеку. Запрещает богатство человеку. Считает, что богатые люди не унаследуют Царствие Божие. Христианская религия, например. А ты просишь богатства. Ты не можешь просить у христианского эгрегора любви. Потому что Господь должен привести человека, с которым тебе судьба идти по жизни. Ты не можешь просить избавления от суда, потому что согласно энергии, законам религии, ты должна страдать. Что там сказано? Господь страдал и нам велел. Да, Господь терпел и нам велел. Если религия нацелена на то, чтобы человек страдал, был нищий, несчастный, и как Христос сказал, будьте малодушны, ибо малодушные унаследуют Царствие Божие, или нищие духом, что одно и то же. Так как Он может дать вам то, что у Него под запретом? Оно не соответствует твоему правилу, то есть Его правилам. Следовательно, оно не может тебе дать ни богатства, ни любви, ни радости, ничего, потому что она сама по себе построена на страданиях и мучениях. Святые люди, для которых самое великое счастье было быть убитым заради Христа, стать мучеником. Вы их иконы держите в доме и просите у них помощи, хорошей жизни, здоровья. А как они могут дать это все, если они сами, они всего лишь души ушедших людей, они же не сверхъестественные силы какие-то, не боги. Это души ушедших людей, то есть умерших вы просите. А умершие, которые считались своим величайшим счастьем, это быть убитыми, стать мучениками, они дадут вам точно такую же судьбу, как у них, мученичество. Много видели, да, дома? Целый иконостас, и вот вечно все болеют, вечно все разводятся, у всех большие проблемы. Где там помощь? Если помощи нет, значит, оно не работает. И все остальное это просто лишняя болтовня. Надо терпеть, надо так. Что бы вы ни сделали, вам обязательно скажут. Ты грешна. А если ты не грешна, родители грешные. Всегда найдут, чем оправдать свою никчемность и то, что она вам не помогает. Поэтому сказать, что религии намоленные, и они чуть-чуть энергии берут, а язычество очень много берет, это чушь собачья. Почему? Потому что язычество, значит, огнем, мечом и кровью не насаждалось.
Язычество было свободной религией, ее принимали свободно. Теперь, что касается забытых богах. Очень смешно. Боги берут энергию не только от людей. Боги берут энергию от природы. А природа принадлежит языческим богам. И вся эта сила природы идет к ним, а не к вашим эгрегорам. Ваш эгрегор питаете только вы, люди. Люди подавленные, люди мученики, люди, которые приносят туда последние деньги, последние копейки. Она построена на деньгах, на крови, на жертвоприношениях, на войнах. Вот она, ваша религия, какой энергией питается. А чем питаются языческие боги? Какой энергией? Энергией мироздания. И кто вам сказал, что вы единственная цивилизация, и только вы поклоняетесь этим богам? Таких цивилизаций, как мы с вами, которые поклоняются тем же богам и знают их, миллионы. Просто мы находимся настолько далеко друг от друга, что мы друг друга не знаем. Так что богам есть где подпитаться этой энергией, я вас уверяю. У них не единственная земля, подозреваю, что единственное место, где то есть есть религия. В остальных то самое язычество царит. И боги питаются оттуда, этой энергией. Может быть, мы самая скверная земля и скверная цивилизация из всех миллионов цивилизаций, которые находятся далеко в нашей галактике или вне нашей галактики. Так что для вас, для вашего мозга, это недосягаемая информация. Они питаются природой, мирозданием, энергией космоса, энергией многих цивилизаций людей. И кто вам сказал, что эгрегоры этих богов забыты, их никто не питает, поэтому они возьмут очень много энергии с нас. Они в нашей энергии вообще не нуждаются, поскольку все, что в мироздании существует, принадлежит языческим богам. Ваши религии питаются только вами, им больше ничего не дано. Им не дана возможность питаться энергией воды, гор, земли. Знаете почему? Потому что в религиях нет никакого уважения к природе, к камням, к воде. Они не считают их обладателями души и силы. Там презрительное отношение к духам леса, к духам мироздания. Они их считают нечистыми и закрыли вас от них, и нужно их чурать и выгонять. А их миллионы, и эти духи тоже питают эгрегоры богов. Они им служат. И больше тупости я не слышала еще, что религии очень энергобогатые, а вот языческие боги, они истощенные, и поэтому они возьмут у человека энергию. Язычество, она так построена, что она отдает энергию. И языческим богам принадлежит все мироздание. Им есть откуда брать эту энергию. Неужели вы думаете, что ваша жалкая человеческая энергия, которая тоже берется из мироздания, из природы, им очень важна, и они просто вот день и ночь умоляют вас прямо на коленях, дайте нам чуть-чуть энергии. Серьезно? А как насчет многих цивилизаций, таких же, как мы, которые им эту энергию дают? А как же явление различных цивилизаций, которые мы называем инопланетными существами, и до сих пор не разгадали и не поняли. И это вообще очень засекречено и закрыто. А как же насчет этого? А как же энергии ушедших миллиардов душ, которые принадлежат эгрегорам богов? А как же сила гор? А как же сила космоса? А как же сила рек этих могучих, океанов, морей, которые питают те же эгрегоры богов? А? Как же насчет этого-то быть? Ваша жалкая религиозная вот эта вот отравленная энергетика оказывается настолько важна для человека, что просто вот не знаешь уж, как его получить. Заходишь, все больные, искалеченные, все плачут, все грешные. Господи, помилуй, мы все грешные, мы все плохие. Все это из-за ваших грехов все происходит. Покайтесь. И вот ты выходишь оттуда, извиняюсь, обосранный с ног до головы. Ты грешный, грязный, конченый. Иисус из-за тебя, твари, умер, а ты не ценишь.
а вот эти все святые, а покайтесь, а помолитесь, а вот придет страшный суд, будете знать. Давят, давят на тебя настолько, что ты превратилась в ничтожное, чмошное рабское существо. А вот боги язычества говорят: дети наши, внуки наши, сделайте род свой великим, любите, родите детей, любите природу, любите мироздание, любите друг друга, получайте энергию от рек, от морей, дружите с духами леса, дружите с духами дома. Понимаете? И мы у языческих богов не грязные, конченые рабы, зачатые в грязи, зачатые в грехе. И покайтесь, и вот вам так и надо, и сдохните. Не оценили вы Сына Божьего и так далее. Нам не внушают языческие боги, что мы твари конченые, и они нам, понимаешь ли, делают одолжение, что мы вообще дышим. Они нам говорят: вы наши дети, и будьте счастливы. И для этого мы все сделаем, дадим вам, только попросите. Разницу чувствуете? Где энергия, а где подавленность, уничтожение, где тебя душат, давят, и каждый день говорят, что ты должна сдохнуть, потому что Иисус за тебя умер. Понимаете? Один Иисус умер, человек. А сколько миллиардов умерло за эту религию? Один человек всю жизнь молился, его камнями убили. Вот он святой, великомученик, он там ради веры помер. А другой человек зашел в огонь, вытаскивал людей, спас 10 человек. Еще раз зашел за кошкой и сгорел там. Так он просто помер. В чем его подвиг? А у того подвиг, он всю жизнь ни хрена не делал. Ходил в этой вонючей рясе, молился только день и ночь, ел народный хлеб, никак не утруждал себя, и вдруг он помер, великомученик. Понимаете? Вот в чем дело. Что здесь абсолютно бесполезных людей, которые были нищи духом, трусливые, померли, возводят на какой-то там божественный культ, а там героя, который спас столько родов, вынося на себе детей из огня, то есть дал возможность продолжению родов, 10 родов он продолжил, а он просто умер, он был просто пожарник. А почему он не святой? Его святость намного превыше, чем святость того, который в рясе ни черта не делал всю свою жизнь, только молился. Кому молился? Кому от этого стало лучше, что он молился, непонятно. Задумайтесь над этим, когда в следующий раз свои тупорылые мозги включите и будете нести такую ахинею. Далее. Очень плохо, говорит великая Магуйка, обращаться к разным силам. Очень плохо. Вот эти силы вас разрывают. Ладно бы, говорит, у вас плохая, слабая энергетика. Это хорошо, что у вас слабая энергетика, и вы ничего не получите, когда просите. А если сильная, и вдруг эти силы вас услышали и помогли, вот это очень страшное дело. Вы представьте тупость человека. Значит, если у тебя слабая энергия, ты, предположим, там просишь, чтобы тебя не судили, а у тебя не получилось, тебя осудили, посадили на несколько лет. Это замечательно, великолепно, отлично, радуйся. А вдруг у тебя получилось? Вот это плохо. Вы представляете, такой топорный метод тупорылых существ людей запугивать, что если у них что-то получается, это не радоваться надо, а переживать. Если ты болеешь какой-то болезнью и дали тебе таблетку, оказалась слабой, и она тебе не помогла, и ты скоро помрешь, радуйся, это тебе повезло. А если таблетка оказалась очень хорошей, и вдруг ты вылечился, вот это страшное дело началось. Вот теперь-то у тебя жизнь вообще под откос уйдет. Вы логику увидели? Я тоже не увидела. А у тупых существ логики нету. Они лишь бы сказать наперекор. Если это красное, ты говоришь, он скажет, нет, зеленое. А если там черное, нет, белое. Лишь бы сказать наоборот, не думая о том, что они выглядят как клоуны, понимаете? Но они об этом не думают. Так вот, если у вас слабая энергия и мои ритуалы не получаются, радуйтесь, вы счастливый человек. А если получается, вот теперь-то начинается самое страшное. Самое страшное. Почему? Вот, предположим, говорит, обращайтесь, вот даже я написала тут,
чтобы не забыть этот ужас ужасный. Вот вы обращаетесь, например, значит, к богам. Потом обращаетесь там к демонам. Вот обращаетесь к каким-то духам дома. Вот еще куда-то. И со всеми у вас есть связь. Вы себя связываете, а потом вы же не отсекаете эту связь. И они вас раздирают просто, забирают всю вашу силу и энергию. Первое. А кто сказал, что им надо свою связь разрывать каждый раз? Зачем? Они просят у определенной силы, у нескольких сил, да у всех сил, которые хотят просить, и они находятся под покровительством этих сил. Наоборот, человек себя связывает с этими силами, он уже не одинок, и он питается оттуда, они ему помогают. Сейчас скажу, чем мы платим, мы об этом уже говорили миллионы. Они ему помогают. Зачем разрывать связь каждый раз, если ты обращаешься к Фортуне? Она стоит у тебя дома. Ты каждый раз подходишь, ставишь кофе, зажигаешь благовоние, даже своими словами благодаришь. Так ты находишься под покровительством этой силы. Только идиот говорит, надо каждый раз разрывать связь. Зачем? Каждый человек понимает, тот же религиозный человек, для чего он носит символы религии, у него дома там есть какие-то иконы. Если он мусульманин, скажем, там изображение Мекки, и там на арабском нет Бога, кроме Аллаха и так далее. Так зачем они не разрывают каждый раз свою связь со своим Богом? Да потому что это не нужно делать, если ты обращаешься к этой силе. Тебе нужно, чтобы эта сила всю твою жизнь присутствовала в твоей жизни и все время помогала покровительству. Ты, наоборот, усиливаешь эту связь. Постоянно напоминаешь о себе, все время благодаришь, чтобы эта сила не ушла, чтобы она покровительствовала тебе всю твою жизнь, а после тебя и твоим детям. Зачем разрывать эту связь? Какой смысл в этом тогда? То есть, по логике этой бабы, если она пошла в мечеть, вернулась, она должна разорвать эту связь, все религиозное вынести из дома, сжечь, пойти, не знаю, раскреститься, очистить себя, разорвать. Вот она пришла в мечеть, что-то попросила, у нее это получилось. Теперь надо срочно разрывать связь со своим Богом. Срочно все религиозное вынести, себя очистить, пойти отречься от этой веры. Все закончить, разорвать связь. А потом через некоторое время, когда еще что-нибудь надо, пойти попросить. И снова это разорвать, эту связь. Это каким дебилом надо быть, чтобы такое вообще думать и говорить. Что вы просите у этих сил, а вы же не разрываете связь потом с ними. Так не надо с ними разрывать связь. Надо их просить и получать. Если есть какие-то условия в ритуале, например, вот вы получили, идите там, возьмите собаку с улицы. Вот такое условие. Возьмите эту собаку, кормите, пристраивайте, все. Вы не разрываете связь, вы просто выполняйте то условие, которое надо выполнить. В ритуале Вуду сказано, вот это то начитайте, если у вас получается, берете, покупайте пиво, сладости, может быть, изюм, там сказано, что надо брать, все ты берешь, раскладываешь возле дерева, пиво выливаешь и уходишь. Ты расплачиваешься, ты делаешь, ты условия выполняешь, то, что тебе сказано, но связь с ним, зачем разрывать? Если это на один раз просьба, оно и так связь разрывается, то есть с теми духами, которых ты просишь, да, которые более для одного-двух раз, то есть не каждый день просить. А если это боги, то с ними не надо разрывать связь. Если это духи более высшей сферы, не надо с ними разрывать связь, а наоборот, надо усиливать, чтобы они все время покровительствовали и помогали, а не каждый раз идти и по новой эту связь создавать. Зачем? Зачем? Тебе дают пропуск куда-то, в какую-то там, не знаю, базу отдыха бесплатно. Ты идешь, показываешь, тебя пускают, ты идешь, развлекаешься, пользуешься всеми там услугами и благами. И, пожалуйста. Дальше идешь, вот у тебя есть этот пропуск, ты показываешь. Или ты идешь один раз по этому пропуску, отдыхаешь, потом выходишь, разрываешь, значит, сжигаешь, а потом идешь, говоришь, пустите меня, у меня был пропуск. Тебе говорят, покажи.
Ты идешь по всем кабинетам, снова добиваешься этого пропуска, по новой тебе пишут, ты идешь снова отдыхаешь, выходишь, разрываешь, сжигаешь, чтобы в следующий раз, когда тебе еще раз надо будет отдохнуть, пойти по всем кабинетам пройтись, снова этот пропуск взять. Ты идиот или у тебя с башкой проблемы? Мне кажется, это нормально, адекватный человек не делает. То же самое здесь. Ты усиливаешь свою связь с этими богами. Они тебе помогают и помогают. Они уже тебя знают, и ты их знаешь. Они и так тебя знают с рождения и до рождения. Но они обращают на тебя внимание. Ты уже под их покровительством находишься. И тебе что-то нужно. Многие люди скажут, что, например, несколько лет делают ритуалы к фортуне, к другим богам удачи. А потом, даже не делая ритуалы, что-то им в голову пришло, они захотели, они попросили, или там просто мысль пришла, и за короткое время это приходит. Еще не успели попросить. Почему? Потому что у них налажена связь. У них этот пропуск сохраняется. Они не идиоты, чтобы идти сжечь этот пропуск, потом по новой начать его искать, где там подпишут, где скажут. Понимаете? Так что не надо разрывать с богами связь. Это неразумно, это тупо. Точно так же, как из поколения в поколение люди не разрывали связь с богами, которым молились их отцы. Точно так же, как религиозные люди не разрывают связь со своим богом и со своим религиозным эгрегором. Не разрывают, они его подпитывают, они делают еще больше. Они своих детей учат, чтобы из поколения в поколение эта связь продолжалась. Какой идиот может вообще додуматься до того, что каждый раз надо рвать связь с теми силами, к которым ты обращаешься? Какой дебил может такое думать и говорить? Теперь, почему Хосроева говорит, обращайтесь к разным силам, вот этим, тем? Это не просто так, там подвох есть. Вот у меня вопрос. Когда у тебя задница болит, ты куда идешь? К окулисту или к хирургу, предположим, или к терапевту? Ну и туда, они задницами все занимаются. Если у тебя зубы болят, ты идешь к гинекологу или к стоматологу? Если у тебя, не знаю, гной где-то появился, ты идешь к этому травматологу или к хирургу? Если тебе операцию должны делать, ты идешь к психологу или к хирургу? Каждый врач занимается тем органом, которым, ну, хирурги, в принципе, у них широкий профиль, но и то они, например, зубы могут не дергать. Хотя дергают иногда, есть хирургия, стоматологическая хирургия. Это немножко другое. Но в любом случае, да, если там будет гной, хирург этим займется. Так о чем мы говорим? Что значит обращается? Почему они обращаются к разным силам? Если есть богиня правосудия, к ней обращаются, чтобы она помогла выиграть суд, например. Если ты хочешь выиграть суд, ты не будешь обращаться там к джину Зальнабуру, который отвечает за деньги, за торговлю. Ты обращаешься к тому божеству, который управляет этой сферой человеческой деятельности. Ты можешь обращаться к стихиям. У кого-то работают ритуалы со стихиями замечательно, у кого-то работают ритуалы обращения к духам. Кого-то я научила обращаться к своему роду. И замечательно работает, вот помогает род человека. Но не у всех род сильный. У некоторых проклятый. Их отсекают. И они не могут к ним обращаться. Им приходится обращаться к другим силам. Обращаться к разным силам, потому что у человека разные проблемы. У него не одна проблема в жизни. И ни к одному божеству только обращаются по одной проблеме. Это всегда было, есть и будет. Не будешь ты обращаться к фортуне, чтобы выиграть суд. Ты обращаешься к ней для того, чтобы она дала тебе удачу. А как эту удачу используешь? В чем? Это уже твои дела. Она дает удачу, вот удачу в суде, ты можешь выиграть. Но если ты обращаешься к Фемиде и еще просишь удачу у фортуны, тогда точно выиграешь. Потому что Фемида тебе даст силу свою правду продвинуть вперед, а фортуна даст удачу.
чтобы тебя услышали, и дело удачно завершилось. Когда человек едет куда-нибудь, не у фортуны удачу просит на дорогу, хотя удача тоже нужна в дороге, но больше просит чего? Защиты. Когда человек воюет, то ему ставят сохран, начитывают от пули защиту. Они ходят к фортуне, говорят, дай ему удачу. Удачу и так даст она, если потом попросить удачу в делах. Но в бою удача нужна, но больше нужна защита. Для начала он должен живой остаться, а потом уже ему можно и удачу попросить. Правда ведь? Духов огромное количество, и силы огромное количество. Но они не все могут прийти на зов и помочь человеку. Только ведьма может сказать, и может знать, и может дать работы, связанные с сильными духами или демоническими силами, что у вас вызывает ужас, вы падаете в обморок. А на самом деле даймоны, это боги в переводе означает. Малые боги, даймоны. Их называли в Персии ахуры. Малые боги. Далее. Значит, ну, понятное дело. Ведьма не может, если человек болеет, если человек, предположим, не имеет одного глаза, он не имеет права давать какие-то защиты. Если у человека с дыханием какие-то проблемы, то его защитой нельзя, его ритуалами пользоваться очень опасно нельзя. Я понимаю, камень в мой огород, булыжник в мой огород, уже который раз. И который раз мне вас жалко. Как раз очень большие сомнения вызывает человек, который совершенно здоровый, то есть здоровая, как кобыла, ничего не болит, все замечательно, все в жизни супер, никаких трудностей не было. Во-первых, откуда набраться мудрости? Во-вторых, сила ведьмы состоит не в том, чтобы абсолютно быть здоровым без проблем. Сила ведьмы состоит в том, чтобы пройти ад на земле, выстоять и учить других. Если бы эти силы не берегли меня, я бы уже давно лежала в земле. Наоборот, если я такой ад прошла и живу полноценной жизнью, других учу, помогаю, объясняю и так далее, значит, это очень мощные силы, что, проведя меня через такой ад, спасли. И я не погибла. Разве не так? Сколько миллионов людей умирает от онкологии, а мне помогли победить. Причем онкология, которая была прям возле мозга, 15 больниц отказались убрать, удалить. Понимаете? 15 больниц, там несколько миллиметров до мозга. Военный хирург взялся, потому что у них опыта больше. Этот человек не испугался и взялся за меня. Мне отказывали в лечении, боялись. Говорили, что это невозможно, что это будет хуже. И когда я проснулась через несколько часов наркоза, меня спрашивали, как меня зовут, потому что была большая вероятность, что человек может потерять память, что человек может потерять очень много функций, а у меня сохранилось. И это было очень удивительно. Вот как, например, наши зрители иногда говорят, что врачи были просто в шоке, или там адвокат был в шоке, что меня выпустили, даже штраф не назначили. Вот точно так же там были в шоке врачи, потому что это был очень серьезный случай, и они ожидали, что без последствий не обойдется. Обошлось. Я выжила. Так это говорит о том, что мои силы... Для чего силы меня провели? Чтобы я была путеводитель, показывала людям, видите, я живу. Я живу с таким изъяном, но я живу, значит, и ты можешь. У тебя-то руки, ноги, глаза, все есть, человек. Чего ты жалуешься? На меня посмотри и учись, как надо жить и выживать, побеждать, понимаете? Так что в этом и есть функция ведьмы, своим примером дать силу другим, помочь другим двигаться вперед. Что касается дыхания, это неудивительно. Пропуская через себя чужие проблемы, пропуская через свое сознание боль многих людей, видя будущее, понимая, что будет с людьми, ты понимаешь, что это слепые котята, не хотят тебя слышать, потому что не видят. Они не видят то, что ты видишь. Ведь про Кассандру же не просто так эта легенда существует. Я не знаю ни одну ведьму, которая здоровая, как корова,
счастливая, все у нее замечательно, прекрасно, и при всем этом она сочувствует людям, понимает боль каждого и хочет помочь. Богатой жене или дочери олигарха нахер не нужны ваши проблемы, сидеть, обсуждать, говорить, помогать, объяснять вам вообще. Понимаете, в одном месте она видела ваши проблемы. Сочувственным становится тот человек, который сам прошел боль в этой жизни. Знаете такое? Только тот, кто голодал, понимает собаку, которая на улице стоит с голодными глазами. И это нужно пройти. Нет ни одной здоровой, счастливой ведьмы. И людей не волнует, сколько раз ты в ресторан сходила, какие линзы надела, какую прическу сделала. Они плевали на твою прическу, на твой цвет лака и так далее. Им нужна от тебя работа. Это и говорит о ведьме, что она есть ведьма, а не какая-то балаболка, которая из себя строит хрен знает кого. Вангу вспомните. В Ростове Анну вспомните с обожженным лицом. И многих других. Один глаз, хромая нога, различные другие, даже пятна, родимые пятна на теле ведьмы, они не просто так, они даже где-то карту напоминают, понимаете? Какой-то странный, где-то что-то, они что-то несут в себе. Это все клеймо называется, но клеймо в лучшем, то есть в хорошем смысле. Печать поставлена, печать сил. Они таким образом обозначают их. Показывают, что они есть. Я уйду, но все меня будут помнить, что человек... Она была одноглазой. Понимаете, Ванга была, слепая Ванга. Аня в Ростове, без лица, обожженным лицом. Имея половину лица или не имея глаз, или что-то еще, какие-то увечья, человек сильнее становится, а не слабее. Вы посмотрите, люди без ног, без рук добиваются больше успеха, чем люди, у которых все есть. Знаете почему? Природа забирает что-то и взамен отдает 1000 раз больше. Это во-первых. Во-вторых, у этих людей интуиция сильнее. Они более осторожны, у них больше талантов. У них совершенно другая жизнь начинается после увечий. Потому что, отдавая что-то смерти, у них связь со смертью появляется. А мир смерти, то есть мир духов, он же дает информацию, подсознательно ведет, учит, показывает через сны, через какие-то внутренние подсознательные вот эти коды, которые приходят человеку. Так что такой человек намного сильнее. Это, наоборот, показатель настоящей ведьмы. Настоящей ведьмы. Никому не интересно жирная, веселая, радостная корова, которая сутками в ресторанах жрет, пьет, танцует, не знаю, на столах скачет, лезгинку. Она вообще никому не интересна. Интересен мудрый человек, знающий, прошедший ад на земле. Сильный человек, который за собой поведет и станет примером, поможет, объяснит, спасет, вытащит из бездны. Вот она, ведьма. А не всякая херня, которая манит себя ведьмой, сидит там ули-були-гули-ли, всякую херню слушает и показывает себя ведьмой. Манит себя ведьмой, конечно. Детский сад. Смотрите на них. Вот, а у нее там с дыханием проблемы, глаза нету, поэтому она вам не может помочь. Кто тебе сказал, детка? Я сегодня только... Сейчас я вам прочитаю. Сегодня от отчетов. Я пока работаю с человеком, но уже смотрите. Просто прочитаю. Здравствуйте, уважаемая Инга. Пишу очередной доклад чистки. Это у меня проходит человек чистку. Во-первых, хочу сказать, что у нас все хорошо. Вы попросили понаблюдать за изменениями в этом месяце и написать. Так вот, во-первых, мой бывший муж подписал свое согласие переписать квартиру на мое имя, чтобы я смогла освободила квартиру, или она неправильно, то есть непонятно как там.
Значит, чтобы я смогла освободить квартиру, наверное, от налогов заодно. Это бывший муж, который вообще не хотел ни знать ничего, ничем, совершенно ничем не помогал. И там еще и жена есть, которая в жизни бы не пустила. А он в один момент решил и переписал ей квартиру. Во-вторых, значит, еще отправил ребенку деньги в подарок на день рождения. Лично еще добавила пару смен на работе, увеличила доход. Значит, пошла на родительское собрание дочери, и не можете себе представить, насколько было мое удивление, когда мне преподавательница сказала, что девочка очень улучшила оценки. У нее там были проблемы не очень хорошие. Ну, дальше не буду читать, это уже личное. Вы знаете, всякое дерьмо пытается себя расхвалить, не имея никаких результатов. Так может любой человек накинуть на себя белый халат и сказать, что он врач. Понимаете, точно так же ведьму определяют результаты работ. А у вас, у всех, кто на меня гавкает, ни у одного из вас нет ни одного результата. Только придуманный детский сад. Вот так было, столько народу мне звонят, я приходят, ни одного имени не услышала от этого народа. Сколько там народу приходили, куда. Теперь рекомендую вам открыть мой ролик. Называется «Добро и зло. Плата за удачу». Я там русским языком объясняю. Когда вы делаете чистку, то приходят те силы, которые питаются отрицательной энергией. Они забирают у вас эту отрицательную энергию. Если вы отправляете человеку, если это воздаяние, если кто-то вам сделал, это возвращается этому человеку. И этот человек пускай сам потом думает о том, как очистить себя. Если вы делаете ритуалы удачи, то вы отдаете энергию радости. От вас в этот момент исходит такая вот энергия, сила радости. И те духи, которые питаются этой энергией, усиливаются, они берут это как плату. И они заинтересованы в том, чтобы у вас каждый раз получалось то, что вы просите. Потому что каждый раз, радуясь вот этому подарку судьбы, вы будете каждый раз отдавать эту определенную энергию радости. И они будут этим питаться. Это взаимовыгодный союз. Теперь, поскольку я говорю, что во время чисток у людей может быть слабость, усталость, головные боли, то эти ничтожные существа, конечно, этим спекулируют. Вот у вас там головные боли, если начнутся от чисток и так далее, это очень плохо, это значит, вся ваша сила уходит, это начнется несчастье, всякая тупость. На самом деле это рассчитано на легковерных, внушительных существ. Внушаемых, неправильно сказал. Потому что я каждый раз объясняю, что может случиться каждый раз. Естественно, от вас уходит некая сила. Или очищается. Когда человеку делают операцию, тоже у него слабость, у него восстанавливается организм, пока он вернется к жизни. Это нормально. То же самое в чистке. То есть чистка, особенно если я работаю с человеком, у него обязательно бывает слабость, сонливость, плохое самочувствие, всякое бывает. Это нормально во время чисток, если уходит определенная энергия. Только ничтожные, жалкие, малодушные, шуганутые существа думают, что каждый раз, если во время ритуалов немного закружилась голова, все, теперь все, конец, меня сейчас будут жрать, уничтожить, что я буду делать? Только идиоты так считают. Нормальный человек, которому было объяснено и сказано, он понимает, о чем идет речь.
Дальше. Ведьма не может болеть. Об этом мы уже сказали. Это настолько примитивно просто. Вот любого знахаря, ведьму покажи, у них усталость, выжатость. Но они выглядят молодо. Они, скажем, в ясном уме до конца своей жизни. У них очень сильное древо, крепкая семья и так далее. Семья имеется в виду, что дети, внуки, правнуки, древо сильное. Естественно, кто-то из них обязательно перенимает эту силу. Почему они выглядят молодо? Потому что через них проходит жизненная сила. Не может, проходя жизненная сила, не дать им эту молодость. Они моложе своих лет выглядят всегда. Иногда я могу быть очень выжатая. Настолько, что у меня просто вот прям мешки под глазами, уставшие. Иногда мне становится намного лучше. Знаете, спадает эта вот отечность. Иногда могут, я помню, говорила об этом, что я покупала пиво, там попросили, или сигареты, сейчас не помню. Я не пью, не курю, но брала, по-моему, сигареты. Да, у меня паспорт попросили. Мне стало смешно. Я думаю, может, как-то это... Мы друг друга не поняли. Нет, можно, пожалуйста. Я показала, и у девушки округлились глаза. Она не могла поверить в это. Это не говорит о том, что они безупречно красавицы и так далее. Но они выглядят моложе своих лет именно потому, что через них проходит жизненная сила. Эта жизненная сила дает им молодость. Значит, пугают вас инсультами, инфарктами и всякими ужасными вещами, если вы обращаетесь к силам и к богам. Пока что только благодарность, только радость, только новая жизнь, только перемены. Потому что те боги, к которым обращаются люди, не называют их рабами, ничтожными, вечно грешными, недостойными. Они называют их детьми и хотят им подарить радость жизни, защиту, помощь и богатство. А почему пугают эти люди? Потому что я у них отобрала хлеб, понимаете? Если раньше люди шли, платили миллионы за то, чтобы узнать, что у них в последнее время голова болит, и на работе какие-то проблемы в последнее время, банальные вещи пальцем в небо, которые каждому можно приписать. Теперь люди требуют ясновидения, хотят увидеть результат, спрашивают, задают вопросы, на которых у них нет ответа. Конечно, я им мешаю. У них пропал хлеб. Им уже не платят за воздух, за то, чего не случится и не получится. Люди сами берут, делают мои работы и получают результат. И благодарны. Конечно, надо хаять. То, что хает у тебя, это твоя сильная сторона. Это запомните. Пытаются обхаять эти работы, потому что это чмошное существо сама их делала, когда ты благодарила за результат. Но потом, когда захотела стать ей ведьмой, а ее отфутболили, она начала мелко мстить, и, естественно, силы перестали ей помогать. И жизнь превратилась в дерьмо. Теперь она пытается, она думает, что если она так мне отомстит, все теперь вернется обратно. Это как в казино, да? Все переиграл, то есть проиграл, вот сейчас еще чуть-чуть все верну и больше не буду играть. Но проигрывают до трусов. Это в лучшем случае. Значит, религиозная женщина говорит о карме и о следующих жизнях, которых нет. Жизнь одна. Человек, который считает себя религиозным человеком, первое, не имеет права касаться магии, мы об этом уже говорили. Это лицемерие. И не может говорить о прошлых жизнях каких-то, потому что их нет. И религия их не признает. Тогда непонятно, то ли ты религиозный человек, то ли ты фуфло на двух ножках. Определись. А определяться не так легко, когда человек никто, и звать никак. И мысли не свои, а кто там подготовил, что-то сказал. Отсюда два слова взяли, оттуда взяли. И ходят рассказывают. Какая карма? Что за карма? Что вы предлагаете людям, все могуйки?
мира. Людям предлагайте сидеть, ни о чем не просить, не жить хорошо, не просить у богов защиты, не просить удачи, ничего не делать. А что надо им делать? Приходить к вам, платить деньги за фуфло, за воздух. Правильно я понимаю? Это будут правильные люди, да? А если люди обращаются к богам, а зачем вы нужны? Между людьми и богами посредников не надо. Только к темным богам нельзя было напрямую обращаться, только жрец имел право принимать жертву и передавать. Потому что темные боги – это особая сфера, мы об этом говорили. То есть тот человек умный, который приходит к вам, платит вам деньги за воздух. А человек, который сам просит у сил мироздания и получает, это человек плохой, у него все будет плохо, конечно. Несите нам, аферистам, деньги. Зачем вы просите сами и получаете результат? Это нехорошо. Кармы какие-то должны вас преследовать. За что? Человек имеет право хотеть хорошо жить, жить богато, иметь защиту. Человек имеет право отомстить, если ему сделали больно. За что он должен отвечать? Он должен отвечать за то, что он хочет жить хорошо и кушать хорошо, не голодать и не жить на улице, не бомжевать. Он за это должен отвечать. Вы ставите это в укор, как бы в вину ему вменяете. Почему ты хочешь хорошо жить и просишь удачу? Это нехорошо, карма тебя накажет. А вы почему хотите хорошо жить? Не жрите тогда. Выходите, живите на улице. Вы хотите хорошо жить? Так почему другие люди не имеют права жить хорошо? Почему они не имеют права хотеть чего-то и просить благополучия, удачи, помощи, защиты для своих детей? Почему они не имеют права этого делать? Я не понимаю. Потому что вам так хочется. Потому что у вас жопа горит, извиняюсь, синим пламенем. Потому что люди получают результат и благодарят. Вам это не нравится. А вас за что должны благодарить? Я не понимаю. Вы кто? Вы что сделали для людей, что вы ждете таких же подарков, почестей и благодарности, собственно говоря? Ничего, гавкаете сутками. А людям какая разница, в каком ресторане вы пожрали, где кальян курите, с кем вы там сидите, радуетесь, включили магнитофон, едете. Кому вообще это интересно? Это и есть ведовство? Вот просто. Вы что даете людям? Смотрите, как мы жрем шашлыки. Смотрите, как мой табор сидит, наш табор, сидим, радуемся, тролливали, танцуем. Посмотрите, как хорошо я кушаю. Посмотрите, моя сестра как хорошо жрет со своим мужем. Посмотрите, как мы хорошо едем в машине. Посмотрите, как я хорошо жру, кушаю, кальян курю. Я ведьма, люди. Подарки мне отправьте, пожалуйста, а то вы Хусрой вы отправляете, она плохая. Поразительно просто. Ничего не дать людям и хотеть, чтобы так же благодарили, как меня. А если меня благодарят, надо обсирать, надо обнулять. Интересно, правда? Вас за что надо благодарить? Что вы показываете, как жрете, пьете? А кому это интересно? Это, наоборот, вызывает раздражение в такое время, пир на костях. Нет, мы будем жрать, пить, а она плохая. Она очень много помогает, до утра работает. Она вот это устает, она нехорошая. А я вот хорошая, я жру, пью, крашусь, как на трассу вышла. Давайте мне подарки. И напоследок. Ктулху. Хочу сказать тупым существам, что Ктулху – это не выдумка Ланкрафта. Он об этом говорил миллион раз, что он взял за основу своего произведения легенду народов моря о том духе, который выходит из моря. Некоторые говорят, что он говорит про Тритона, который назывался сыном Нептуна и выходил, это чудовище в виде осьминога. Но на самом деле он взял за основу своего произведения сказание народов моря, об этом чудовище или об этом божестве, морском чудовище, которое приходит точно так же, как и Дагон и прочие, скажем, персонажи
различных эпосов, сказок, голливудских фильмов, они все взяты у народов. Это их мифология, это их теология. Точно так же, как диснеевские феи, там, кто еще у них там, гномы, да, какие-то еще создания, существа, которые гоблины, они все взяты из мифологии народов Севера. Шотландцы, ирландцы – это их мифология. И это реальные персонажи их религии, языческой религии. Но поскольку основатели вот этих всех мультпроизводств, они были в основном из Шотландии, из Ирландии, из Норвегии и так далее, они, естественно, взяли за основу культуру своих народов и внедрили. И поэтому некоторым кажется, что это мультяшные персонажи, какие феи, какие там гномы, о чем мы говорим. А на самом деле изначально это персонажи, которые относятся к северному язычеству, к кельтскому времени и позже, более позднее время. Это так, ответ насчет Ктулху. Ну, необразованные быдломасса же не знает, поэтому сидят, хавкают. Пусть хавкают. Ну, что сказать, из нескольких роликов собрала более-менее, то есть похоже на человеческую речь выражение и, собственно, составила список нескольких вопросов, на которые я ответила. Ну и для наших зрителей, конечно же, дополнительная информация не помешает. Всем удачи и всех благ!